Stonehenge. Говорят, побывать в Англии и не увидеть на весь мир известный Стоунхендж – это как побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. Уже на протяжении многих веков это место считается самым таинственным и загадочным на Земле. Поэтому мы решили сегодня сами увидеть все своими глазами. Let's go together! Ну вот мы на входе получили вот такие вот билетики, которые одеваются на руку, приклеиваются. И везде, где ты проходишь, показываешь их. Пойдемте. Несмотря на недешевую стоимость билетов, а это 30 фунтов на взрослого, это популярное место посещают более 1 миллиона туристов каждый год. Вот такие домики расположены по всему периметру на входе. Скорее всего, это древнее поселение. Ну, интересно, соломенные крыши, такие мазанки длинновидные. Пойдемте посмотрим, что там внутри. И я была права. Это действительно древние жилища периода неолита, воссозданные реконструкторами исторического комплекса. К сожалению, закрыт этот домик. Пойдем в следующий. Настолько популярное место, что даже в домик надо стоять в очереди. Но хочется увидеть, что там внутри. Как они туда все поместили? Пойдем. Тут, очевидно, был костер, отапливалось. Это, наверное, спали здесь, лежаночки. А это что-то подобие серванта. Полочки, шкафчик. Наверное, стояла какая-то утварь. Жестковато. Не хватает хорошего матрасика. И спина, наверное, была как волна, судя по веткам. Ну, я думаю, что что-то все-таки сверху здесь стелилось. Не просто на голых ветках спали. Вот эта дорожка ведет до самого Стоунхенджа. И она составляет порядком 2 километров. Можно пройтись пешком. Но есть альтернатива, вот вариант, автобус, который входит в стоимость билета. Поэтому вас привозят и отвозят на самое то место. Thank you. Опс. Очень удобная опция. В Англии погода обманчива. Несмотря на то, что ярко светит солнышко, очень холодный ветер. Поэтому мы решили отправиться на автобус. А вот люди идут пешочком, с собачками. Автобус – это, конечно, быстро и удобно, особенно для людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми. Но при покупке билета администраторы рекомендуют пройти этот путь пешком, так как по дороге открываются красивейшие виды на долину Солсбери. Но это, конечно, при наличии хорошей погоды, желания и физических возможностей. Thank you. Вон уже Стоунхендж, я его вижу. Ю-ху! Стоунхендж. Наверное, каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал это название. Овеянный тайнами и легендами, этот древний мегалит является одним из самых известных каменных кругов во всем мире. Расположен он на юге Англии, в графстве Уилтшир, недалеко от города Солсбери. До сих пор существует множество легенд и предположений о происхождении этого загадочного сооружения. Ранее очень убедительна была теория о том, что Стоунхендж – это ритуальный объект, созданный кельтскими священниками-друидами.
Однако в Англию кельты пришли только через 1000 лет, с момента, когда были начаты первые работы по сооружению каменного комплекса. Но этот факт не помешал кельтам веками использовать это место для своих ритуалов. И даже сейчас, в наши дни, многие неодруиды и неоязычники следуют их примеру и приезжают сюда в дни солнцестояния или других значимых астрономических явлений. Большинство исследователей сходятся на том, что в течение многих веков разные народы также могли использовать это место для церемоний погребений или жертвоприношений. Многочисленные раскопки, проведенные возле Стоунхенджа, позволили ученым определить, что здесь покоятся останки 240 человек, которых когда-то кремировали. Так как массовых захоронений больше обнаружено не было, есть мнение, что здесь хоронили только представители правящей династии или знать. Также у историков неоднократно возникали предположения, что существует связь между особым расположением камней и небесными явлениями. Многие из них представляли этот каменный круг как некий календарь, по которому можно было вычислять космические события. С древности до сих пор люди верят в целительные свойства камней, в особенности голубых валунов. Когда-то от них откалывали куски, из которых затем делали талисманы. Археологи нашли множество осколков и заготовок для амулетов. Ну и, конечно же, не обошлось без мифов и легенд, одна из которых гласит, что Стоунхендж является святилищем знаменитого волшебника Мерлина, который он сотворил силой магии. А вот мне в детстве казалось, что это площадка для приземления космических кораблей. Красота! И, возможно, была построена не людьми, а неземными цивилизациями. А как вы думаете, с какой целью был построен Стоунхендж? Интересно будет послушать ваши версии. Пишите в комментариях. А вот дата создания этого сооружения уже на сегодняшний день не является загадкой. Ученые определили ее благодаря методу радиоуглеродного анализа. Самым древним элементом Стоунхенджа 5000 лет. Период его возведения был долгим и проходил несколько этапов. Круглая площадка около 100 метров в диаметре, окруженная земляным валом, появилась примерно в 3000 году до нашей эры. Окружающий насыпь-ров вырыли с помощью инструментов из оленьих рогов, которые были найдены во время раскопок. И только спустя 500 лет в центре были установлены каменные глыбы. Все это грандиозное сооружение насчитывает 82 камня мегалита, круг, диаметр которого 33 метра, составляют гигантские булыжники, называемые сарсены. Это разновидность твердого песчаника. Всего их 30 штук, некоторые из них до сих пор стоят в вертикальном положении. Говорят, что эти камни, которые стоят по центру круга вертикально, каждый весит 25 тонн. Представляете, какую глыбу, как ее надо было дотащить туда? Оп! Проедусь, тащи. По мнению ученых, чтобы переместить мегалиты в долину Солсбери, древние строители пользовались несколькими способами. Из Мальборо каменные плиты перевозили по дороге из вращающихся бревен на санях, которые тянули десятки людей. При этом и бревна, и сани, скорее всего, смазывали салом. Эту версию подтверждает одна из находок археологов. Неподалеку от Стоунхенджа обнаружили фрагменты огромных сосудов с остатками свиного жира. Ты будешь со мной в кадр? Отходи давай, позируй. Здесь уже не круглые бревна, а вот такие вот скошенные, как салазки. И вот так тащили их. Камни же из Уэльса транспортировали иначе. Сначала их сплавляли на плотах или лодках по реке, а дальше доставляли по земле на упряжках с валами или по дороге из крутящихся бревен. А вот наглядный пример, камень, как его передвигали на вершину. Мне еще нужно 98 человек. Помощь. Давай, у тебя получится. О! На этом работа не заканчивалась.
Эти огромные глыбы нужно было еще установить, и не просто, а в определенном порядке. Конечно же, точной информации о том, каким образом это удалось сделать, не существует. Предполагается, что строители разработали особую методику. Чтобы поставить валун вертикально, рядом с ним рыли яму. Одну из стенок углубления укрепляли кольями, после чего каменную глыбу спускали вниз и с помощью веревок поднимали. А вот для подъема камня, который служил перемычкой между двумя вертикально стоящими валунами, применяли другую технологию. Плиту поднимали на деревянной платформе. Чтобы верхний валун не упал на участках, где камни соприкасались, вытачивали шипы и отверстия, которые крепко держали эту конструкцию. Так что камни-перемычки практически идеально входили в прорези, вырезанные на вершинах гигантских валунов. К сожалению, на данный момент их большая часть обвалилась, но прежде они образовывали идеальный круг. Внутри сарсенового кольца находятся голубые камни, которые при намокании приобретают голубой оттенок. Вес их значительно меньше сарсенов и составляет от 2 до 5 тонн. Вероятно, они действительно считались магическими, потому как были привезены сюда с юго-запада Уэльса, расстояние до которого составляет 250 километров. Обратите внимание на огромную глыбу, стоящую на расстоянии от каменного круга. Вес около 50 тонн. Этот мегалит называется пяточный камень. В день летнего солнцестояния этот гигант отбрасывает тень точно в центр сооружения. По одной из версий археологов, он мог стоять здесь еще задолго до появления самого Стоунхенджа. К сожалению, вовнутрь сейчас войти не удастся. Здесь по всему периметру стоит заборчик. Но до 80-х годов здесь свободно можно было пройти. Это ограничение действует с 1977 года, и виновниками этого стали сами посетители. Начиная уже с 19 века посещение Стоунхенджа вошло в моду, и достопримечательность быстро стала популярной. Толпы туристов буквально атаковали древние сооружения, особенно много народу собиралось в день летнего солнцестояния. На территории культурного объекта разбивали пикники, разбрасывали мусор, распивали алкоголь и проводили сборища. Посетители пытались залезть на камни, выскребали на них свои имена. Все это привело к очень быстрому разрушению древнего памятника, поэтому власти ввели ограничения и оградили каменный круг по всему периметру. Но хочу вас обрадовать, все-таки есть возможность попасть в центр строения. В продаже имеются билеты только на определенные дни и только в нерабочие часы достопримечательности, на рассвете или закате. Группа до 30 человек вместе с гидом едет на автобусе к Стоунхенджу и в течение часа гуляет вокруг и в центре круга. И тем не менее, залазить на камни и трогать их руками строго запрещено. Стоимость такого удовольствия не маленькая – 61 фунт. Это в 2 раза больше, чем в обычные часы посещения. И тем не менее, желающих довольно-таки много. Посмотрите, как можно еще попасть в Стоунхендж бесплатно. Вот буквально этот забор разделяется этой дорожкой. Там вот есть дорога. Некоторые люди даже через поля идут от дороги. И вот здесь уже бесплатно. Пожалуйста, тут буквально расстояние в 10 метров. И отсюда можно фотографировать, смотреть. Все бесплатно. Посмотрите, здесь есть камень, на котором как будто есть лицо. Лицо мужчины. Можно сказать, даже в каске или кепке. Вот четко видно глаз, нос, губы. Ах, так жутковато. Классно погуляли, посмотрели знаменитость, огромную на весь мир. А сейчас едем на автобусе назад. Будем искать музей. Где-то здесь на территории находится музей Стоунхендж. Интересно посмотреть, что там. Также есть еще одна возможность побывать внутри каменного кольца, только виртуальная. На территории комплекса при входе находится археологический музей. Один из залов в форме круга демонстрирует 3-минутный фильм. Стоя в центре, можно увидеть, как выглядел Стоунхендж в разные периоды времени и времена года. Человеческий фактор и тысячелетия под дождем, солнцем и ветром, конечно, сделали свое дело. В каменных глыбах появились трещины и промоины.
что в итоге в конце XIX века привело к обвалу двух огромных валунов. Первую реконструкцию Стоунхенджа провели в 1901 году. Затем в последующие десятилетия сооружение реставрировали еще несколько раз. Самая масштабная реставрация состоялась в 1958 году, в ходе которой подняли завалившиеся валуны, а также укрепили те, что еще стояли. Некоторые стыки забетонировали для надежности, а горизонтальные камни зафиксировали с помощью специальных перемычек. Благо, оборудование 20 века позволило произвести реконструкцию в относительно короткий срок. Может быть, поэтому многие считают, что современный вид Стоунхенджа был создан именно в этот период. Что бы кто чего ни говорил об этом древнем памятнике, но популярность его во всем мире более чем очевидна. В разных странах появились сооружения, вдохновленные этим загадочным кругом. Например, в национальном парке Кепленд-Гранд в Западной Австралии есть копия из гранитных блоков, очень похожая на оригинал. Также в американском городке Мэрихилл в штате Вашингтон существует похожий арт-объект. На северном острове в Новой Зеландии построили свой Стоунхендж. Это современная каменная обсерватория, обустроена по типу британского монумента. Но самой оригинальной копией можно считать Кархендж в штате Небраска, США. Фишка этого объекта в том, что вместо камней использовали подержанные американские автомобили. Смотрится оригинально. За свои 5000 лет существования, пока человечество наблюдало за тем, как появляются и разрушаются великие чудеса света, Стоунхендж стоял. Только спустя тысячи лет греки возведут Парфенон, а Везувий уничтожит Помпеи. Окутанный таинственной аурой и таящий в себе массу загадок, он по праву заслуживает быть местом силы на земле. Мы очень счастливы, что нам предоставилась возможность увидеть это грандиозное сооружение и поделиться впечатлениями с вами. Ну а если вы сами посетите Англию, то обязательно не упустите шанс увидеть величественный и несокрушимый Стоунхендж. Спасибо за просмотр, друзья, и до следующих встреч в новых путешествиях.